Приветствую, друзья, на канале Scale Journal. Сегодня мы продолжаем обзор миниатюр от Paracel Miniatures. В прошлый раз мы с вами рассмотрели первый отряд. Если вы пропустили это видео, то ссылку на него вы сможете найти в правом верхнем углу. Сегодня мы с вами рассмотрим второй отряд 101-й воздушно-десантной дивизии США. Напомню, Paracel Miniatures — это производитель из Вьетнама, который занимается производством фигурок и аксессуаров из смолы. Ссылку на сайт производителя вы сможете найти в описании этого видео. Ну, давайте же перейдем к рассмотрению второго отряда. Упаковка, как я уже говорил в прошлый раз, сделана из плотного картона, поэтому в принципе достаточно все надежно запаковано. До меня доехало все без каких-либо потерь. Внутри фигурки распакованы по zip-пакетам. Каждая фигурка отдельно, ну и плюс дополнительно в пакетах отдельных лежат декали на 101-ю дивизию и также некоторые дополнительные аксессуары для фигурок. Давайте теперь рассмотрим каждую фигурку более подробно по отдельности. Первая фигурка — это рядовой Джейсон, снайпер группы. Фигурка состоит из 3 деталей и также набора декалей. Декали на всех фигурках одинаковые. Как вы можете заметить, здесь есть обозначение дивизии, знак медика, а также звание солдат. Давайте посмотрим поподробнее на первую фигурку. Как можно заметить, у него спереди висит сухарная сумка, кармашки для патронов и нашейный камуфляжный платок. Сзади на поясе у нас висит штык-нож, фляга, также за спиной висит рюкзак, в который уже убран моток веревки, и также пистолет в кобуре. Также хочу обратить внимание на пакет первой помощи, который подвязан на левую ногу. Также можно обратить внимание, что есть небольшое количество обоя в нижней части фигурки. Если я правильно опознал данное оружие, то данный боец вооружен снайперской винтовкой Springfield. Сделано все достаточно детально. Присутствует обой, который необходимо будет зачистить. Стандартный шлем М1, который мы уже видели на всех бойцах из первого отряда. Здесь идет сеткой и с камуфляжными вставками. Переходим к второму бойцу. Это рядовой ястреб. В данном отряде он выполняет роль пулеметчика. Фигурка состоит из 6 деталей и набора декалей. Давайте поближе рассмотрим саму фигурку. Как можно заметить, на лямке рюкзака висит пакет первой помощи. Через плечо одет патронный ящик для пулемета. За спиной у него висит увесистый рюкзак и снизу закреплен моток веревки. На поясе у него висит фляжка, а также есть пара посадочных мест для аксессуаров, которые идут в комплекте. Скульпт данной фигурки очень детальный. Из вооружения у данного бойца пулемет Браунинг М19-17, опять же, если я ничего не путаю. Единственное, что здесь хочется сделать, это рассверлить дуло ствола. В остальном пулемет выглядит очень хорошо. Как вы могли заметить, в комплекте у меня лежало почему-то 2 головы. Они абсолютно одинаковые, ну будем считать, что это случайный бонус. В целом голова выглядит отлично. Есть несколько мелких моментов, которые нужно будет почистить, но ничего критичного. Также в комплекте у этого бойца идет лопата М43 в чехле и пистолет в кобуре. И последний аксессуар, который идет в комплекте с данным бойцом, это штык-нож. Третий боец из отряда — это рядовой Паркер. Фигурка состоит из 5 деталей и набора декалей. Давайте поближе рассмотрим самого бойца. Как мы видим, на плече он несет патронный ящик для своего боевого товарища. Спереди у него большое количество патронных кармашков. Также на лямке рюкзака закреплен пакет первой помощи. За спиной увесистый рюкзак и сухарная сумка, а также на поясе висит фляжка. Данная фигурка единственная, на которой были обнаружены пузыри, ну, как можно заметить, на кармане, на колене и под локтем. Данные пузыри необходимо будет заделать перед покраской. Данный боец вооружен винтовкой М1 Гарант, и, как вы можете заметить, есть небольшое искривление кончика дула, но я думаю, это поправимо с помощью нагрева. И опять же стандартная каска М1 с сеткой и элементами камуфляжа. И также в комплекте с данным бойцом идет 2 осколочные гранаты.
Четвертый боец — это сержант Эрик Ли. На сайте производителя он отмечен по кличке Базука Мэн. Я думаю, все догадались, почему у него такая кличка. Данная фигурка состоит из 8 декалей и стандартного набора декалей. Давайте поближе рассмотрим ее. Этот боец, так же как и другие бойцы данного отряда, имеет пакет первой помощи. Карманы также битком забиты. Сзади на ремне есть посадочные места под аксессуары. На плечах битком набитый рюкзак. Также данный персонаж имеет усы. У данной фигурки также присутствует небольшой дефект, благо он располагается в относительно удачном месте, и данный шов можно будет достаточно беспроблемно убрать. Но тем не менее дефект есть. Давайте перейдем к рассмотрению вооружения. Первое — это непосредственно базука М9А1, сотлитая вместе с рукой. Детализация выполнена очень качественно, понравилось оформление защитными чехлами на концах базуки. Как видите, есть облой, но он легко убирается без каких-либо проблем. Также данный боец вооружен стандартной винтовкой М1 Гарант. Опять же, стандартная каска М1 с сеткой. Также есть мешок для ракет базуки. Лопата старого образца М1910 в чехле. Стандартно уже для этих бойцов пистолет в кобуре, который можно повесить сзади на пояс, и штык-нож. Сегодня мы с вами познакомились с фигурками из второго отряда 101-й воздушно-десантной дивизии США. Аналогично первому отряду здесь выполнен достаточно качественно скульпт, очень подробно выполнено обмундирование бойцов, очень разнообразный обвес, все фигурки по-своему индивидуальны, и в целом мне все понравилось. Также отмечу, что на фигурках есть некоторое количество облоя, которое легко убирается. Самый большой минус, который попался, это на одной из фигурок были пузыри, которые будет необходимо в обязательном порядке заделать. А также на одной из фигурок на ноге был шов от стыка форм, по всей видимости. Благо он находится в таком месте, где его будет легко зачистить без особых усилий. Напомню, что данные фигурки от производителя Paracel Miniatures. Ссылку на сайт производителя вы найдете в описании данного видео. Сегодняшний обзор я заканчиваю. В следующий раз мы рассмотрим с вами бойцов третьего отряда. Спасибо, что посмотрели данное видео. Также я рекомендую обратить внимание и посмотреть эти видео. А также не забывайте посещать мои страницы в социальных сетях и мой личный сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Пока!